Если вы хотите стать по-настоящему могущественным мужчиной, вам необходимо понять одну простую истину – независимость – основа мужской силы. В то время как большинство мужчин ищут одобрения в отношениях, женского взгляда или социального одобрения, стоик знает, что его сила исходит изнутри. Он не зависит ни от кого, чтобы чувствовать себя целостным. Он создает свою собственную ценность. Человек, который учится быть одиноким и преуспевать в этом одиночестве, становится непреодолимой силой, поскольку он не подвержен изменчивым эмоциям, порабощающим самых слабых. Стоицизм учит, что человек должен контролировать свои эмоции, а не подчиняться им. Это значит, что он не может быть заложником нуждаемости, желания принятия или потребности быть любимым. Современное общество поощряет человека становиться эмоционально зависимым, продавая иллюзию, что его жизнь будет иметь смысл только в том случае, если он найдет вторую половинку. Но стоик знает, что свобода стоит больше, чем любая романтическая иллюзия. Жена может уйти, деньги могут закончиться, друзья могут предать его, но самодисциплина и психическая независимость гарантируют, что эти потери никогда не уничтожат его. Добро пожаловать на канал! Прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео. И, конечно же, оставьте комментарий ниже, использовали ли вы когда-нибудь тайну в своих целях. Переходим к видео. По-настоящему независимый мужчина, не жена-ненавистник и не затворник. Он просто понимает, что его счастье и цель нельзя передать на аутсорсинг. Он взаимодействует с миром, не нуждаясь в этом отчаянно. Это делает его магнитом для уважения и желания, ведь то, что редко, ценно. Человек, который может жить, ни в ком не нуждаясь, автоматически становится тем, кого хотят все вокруг. При слабом отчаянии внимания он, естественно, привлекает своей солидностью. И самое главное, человек, справившийся со своим одиночеством, никогда больше не примет крох. Он не выпрашивает любви, не терпит неуважения и не подчиняется угодам. Он устанавливает стандарты и поддерживает их, зная, что его ценность не определяется другими. Эмоциональная независимость – настоящий ключ к мужской свободе, а свобода всегда будет сильнее любой обусловленной любви. Современное общество хочет, чтобы вы поверили, что для счастья вам нужен кто-то, потому что независимый мужчина – это неуправляемый человек. С детства вы были приучены искать внешнего подтверждения со стороны семьи, друзей, женщин или системы. Понятие второй половинки было вбито в ваше сознание через фильмы, мыльные оперы и романтические песни, так что вы растете с убеждением, что вы станете полноценным только тогда, когда найдете кого-то. Но этот рассказ – не что иное, как эмоциональная тюрьма, замаскированная под любовь. Человек, который считает, что для счастья ему нужен кто-то, становится рабом одобрения. Он строит свою жизнь так, чтобы угодить другим, боится быть отвергнутым и принимает посредственные отношения, чтобы не оставаться в одиночестве. Мужчины этого типа всегда готовы уступить, пожертвовать собой сверх того, что необходимо, и часто отказаться от своей личности ради сохранения отношений. Он становится эмоционально хрупким, так как его душевное спокойствие зависит от поведения окружающих, а эмоционально хрупким мужчиной легко манипулировать. Правда в том, что эта эмоциональная зависимость стратегически поощряется, потому что мужчину сильного, самодостаточного и отстраненного от романтических иллюзий невозможно контролировать. Он не преклоняется перед политкорректностью, ничего не принимает из-за страха одиночества и не становится простым финансовым или эмоциональным добытчиком. Системе нужны послушные мужчины, которые тратят деньги, пытаясь произвести впечатление на женщин, которые принимают несчастливые отношения из-за страха перед общественным осуждением и ставят желание быть любимыми выше поиска собственного величия. Никто вам не говорит, что истинное счастье приходит от свободы, а не от зависимости. Когда ты научишься быть счастливым в одиночестве, любые отношения станут выбором, а не необходимостью. Вы связываетесь с кем-то, потому что хотите, а не потому что должны. Это полностью меняет игру. Вы становитесь человеком высокой ценности, потому что вы уже завершены еще до того, как кто-либо войдет в вашу жизнь. А те, кто является целостным, не принимают ничего. Они выбирают разумно, живут целеустремленно и никогда больше не подчиняются повествованию о том, что им нужен кто-то для счастья. Мужчина, освободившийся от потребности в отношениях, становится настоящим титаном.
Он понимает, что жизнь не вращается вокруг женского признания, и что его миссия больше, чем любой мимолетный роман, в то время как большинство мужчин тратят эмоциональную энергию, пытаясь доставить удовольствие, расположить к себе женщину или удержать ее рядом с собой. Свободный мужчина направляет эту энергию на построение собственного величия. Он сосредотачивается на своем теле, своем разуме, своей цели, и это делает его бесконечно более могущественным, чем те, кто живет в отношениях. Реальность такова, что многие мужчины живут в страхе одиночества, и этот страх делает их слабыми. Они соглашаются на меньшее, чем заслуживают, принимают неуважение и остаются в токсичных отношениях, потому что считают, что не могут жить без партнера. Но когда человек разрывает эту мысленную цепь, он обнаруживает, что его сила всегда была внутри него. Он понимает, что может покорить мир, не нуждаясь в одобрении женщины. Он становится творцом своей судьбы, а не попрошайкой ласки. Общество не хочет, чтобы вы это понимали. С раннего возраста вас приучали верить, что успешный мужчина – это тот, у кого есть женщина. Но правда в том, что настоящий успех приходит благодаря вашей свободе. Мужчина, освобождающийся от потребности в отношениях, никогда не принимает решения, основанные на страхе потери. Он вмешивается только тогда, когда отношения повышают ценность его жизни, а не из-за нужды или отчаяния. Это автоматически делает вас более избирательным, более уверенным и более уважаемым. Более того, мужчина, которому не нужны отношения, чтобы чувствовать себя полноценным, становится чрезвычайно привлекательным. Он излучает самодостаточность, безопасность и цель, превосходящую любую сиюминутную страсть. Женщины замечают это и, как ни странно, чувствуют к нему еще большее влечение. Ведь ценно то, что редко человек, которому для счастья никто не нужен, становится тем, кого хотят все вокруг. Он не ищет власти, он становится самой властью. Одиночество — это не наказание, это дар. Человек, который учится быть одиноким и преуспевать в таких условиях, открывает в себе силу, которой мало кто будет обладать в жизни. В то время как большинство отвлекается на пустые отношения, постоянно ищет одобрение и общение, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, человек, который предпочитает одиночество, находит что-то гораздо более ценное — самого себя. Он учится глубоко познавать себя, понимать свои слабости и укреплять свой разум, не завися от внешних раздражителей. Это истинный путь мужской эволюции. Быть одному означает, что вам не нужно чье-либо одобрение, чтобы чувствовать себя полноценным. Это означает, что на ваше решение не влияет страх быть отвергнутым или потребность угодить другим. Это дает вам абсурдную ясность ума. Вы начинаете видеть мир без романтических иллюзий, без эмоциональных отвлечений и без груза ожиданий других людей. Ваша энергия сосредоточена на чем-то гораздо более мощном, вашем личностном росте. Вы больше читаете, больше тренируетесь, больше строите. Ты становишься неудержимым человеком. Проблема в том, что общество демонизирует мужское одиночество. Они хотят, чтобы вы поверили, что одиночество — синоним неудачи. Но это ложь, созданная для того, чтобы держать мужчин в ловушке циклов эмоциональной зависимости. Правда в том, что величайшие люди в истории, лидеры, воины, философы проводили долгие периоды в одиночестве, чтобы стать теми, кем они были. Они поняли, что одиночество не ослабляет, оно усиливает. Разница между обычным человеком и необыкновенным человеком в том, как он рассматривает это время в одиночестве, как проклятие или как тренировочную площадку для своего величия. И вот секрет: когда вы овладеваете искусством одиночества, вы становитесь более избирательным. Вы не принимаете никаких отношений, никакой дружбы или любого влияния, которое не соответствует вашей миссии. Вы перестанете тратить энергию на людей, которые не складываются, и начнете привлекать только тех, кто действительно этого стоит. Сила одиночества не только в том, что вы получаете, но и в том, что вы перестаете терять. И когда ты поймешь это, ты никогда не будешь прежним. Самая большая ложь, которую вам сказали, заключается в том, что одиночество – признак слабости. На самом деле, немногие способны противостоять одиночеству и превратить его в силу. Большинство мужчин боятся остаться в одиночестве, потому что это заставляет их столкнуться с собственной неуверенностью, страхами и недостатками. Но человек, который понимает ценность одиночества, открывает то, чего у большинства никогда не будет – абсолютный самоконтроль. А человеком, который контролирует себя, не может управлять никто другой.
Самоконтроль исходит из способности не поддаваться изменчивым эмоциям, потребностям и потребности во внешнем подтверждении. Когда человек становится эмоционально независимым, он становится сильнее, чего общество не может понять. Ему не нужно никому ничего доказывать, ему не нужно подстраиваться под чужие ожидания, и самое главное, он не находится во власти условной любви, за которой отчаянно гонится большинство мужчин. Он становится хозяином самого себя. Современному обществу нужны нуждающиеся мужчины, зависимые от отношений и всегда ищущие женского одобрения. Они хотят, чтобы вы поверили, что для счастья вам нужны отношения, потому что мужчина, который доволен собой, не тратит время и деньги, пытаясь произвести впечатление. Он не выпрашивает любви, не цепляется за крохи внимания и, главное, не становится эмоционально уязвимым до такой степени, что им манипулируют. Ему не нужен никто, чтобы чувствовать себя целостным, и именно это делает его неотразимым. Истинный путь к величию начинается тогда, когда вы перестанете искать в других то, что можете найти только внутри себя. Когда вы принимаете одиночество как необходимый этап для роста, вы понимаете, что это ваш величайший союзник. Вы развиваете дисциплину, учитесь преодолевать трудности, не ломаясь, и формируете стальное мышление. Быть одиноким — это не слабость, это важный этап для любого, кто хочет преодолеть посредственность и стать по-настоящему могущественным человеком. Истинный внутренний мир возможен только тогда, когда вы устраните любую форму эмоциональной зависимости. Стоицизм учит, что человек должен быть самостоятельным, не нуждаясь в признании других для подтверждения своей ценности. В то время как большинство ищет счастье в отношениях, социальном статусе или внешнем одобрении, стоик находит покой в самодостаточности. Он понимает, что все вокруг него мимолетно. Любовь, люди, успех, и что зависимость от чего-то столь нестабильного — верный путь к разочарованию. Зависимость порождает слабость. Если ваше счастье зависит от отношений, то вы даете кому-то другому власть над вашим душевным спокойствием. Если вы зависите от внешнего одобрения, вы живете рабом чужого мнения. Но стоик не склоняется перед этим. Он знает, что его единственная миссия — контролировать то, что находится в пределах его досягаемости. Свой разум, свои действия и свои реакции. Все остальное не имеет значения. Это делает его непоколебимым, ведь ничто вне его самого не может разрушить его спокойствие. Современное общество продвигает идею, что для счастья нужен кто-то. Они пропагандируют романтическую любовь как жизненную цель, заставляя многих мужчин ставить отношения выше собственной эволюции. Но реальность такова, что внутренний мир достигается только тогда, когда вы не находитесь во власти чьих-то изменчивых эмоций. Когда тебе никто не нужен, ты становишься свободным. А свобода — это и... это самое ценное, что может иметь человек. Мужчина, ни от кого не зависящий эмоционально, не боится проиграть, потому что все необходимое у него уже есть внутри себя. Это, естественно, делает вас более привлекательным, более уважаемым и более влиятельным. Мир принадлежит мужчинам, которые контролируют свои эмоции, живут, не боясь одиночества, и рассматривают независимость как величайшее сокровище. В этом истинная суть стоицизма, и это то, что отличает обычных людей от легендарных. Подавляющее большинство мужчин живут на автопилоте, следуя сценарию, который они не написали для себя. Они просыпаются, работают, потребляют пустые развлечения, гонятся за женским одобрением и повторяют этот цикл, ни разу не задаваясь вопросом, на правильном ли они пути. Они не мыслят стратегически, не планируют свою эволюцию и не берут на себя ответственность за свою жизнь. Они — пленники бесцельной рутины, движимые импульсивными желаниями и потребностью во внешнем признании. И именно это делает их слабыми. Человек, который действует на автопилоте, это человек, которым легко манипулировать. Он принимает любую навязанную ему историю, тратит время на бесполезные развлечения и никогда не развивает дисциплину или самоконтроль. Он обманывает себя, полагая, что живет, хотя на самом деле он просто существует, выполняя заранее определенную социальную роль. Он ищет комфорта превыше всего, избегая любых форм дискомфорта, которые могут привести к росту. Результат — посредственная жизнь, без проблем, без прогресса и без реальной силы.
Слабость большинства людей заключается не только в бездействии, но и в недостатке совести. Они не осознают, что каждый выбор приближает или отдаляет их от величия. Они не осознают, что, проводя часы в социальных сетях, отвлекаясь на сиюминутные удовольствия и подчиняясь плохим отношениям, они попадают в порочный круг незначительности. Человек, который не контролирует свой разум, становится одноразовой частью системы, живущей, чтобы работать, потреблять и умирать, не оставив после себя наследство. Первый шаг к выходу из этой психической тюрьмы – проснуться. Подвергайте сомнению каждый выбор, каждую привычку, каждую мысль. Сильный человек не следует за стадом, он мыслит критически, определяет свою судьбу и действует целенаправленно. Он понимает, что жизнь — это поле битвы, и что каждый день — это возможность стать дисциплинированнее, умнее и сильнее. Только те, кто пробудится к этой реальности, смогут преодолеть посредственность и жить осмысленно. Остальные, он останется спящим, выступая статистом в рассказах других. Мужчина, которому достаточно, никогда не унижается, чтобы добиться внимания, привязанности или признания. Ему не нужно вымаливать любовь, потому что он уже внутренне реализован, и эта независимость делает его от природы неотразимым. Однако большинство мужчин ведут себя как эмоциональные нищие, всегда ищущие крохи привязанности. Они терпят неуважение, терпят отношения, ущемляющие их достоинство, и подвергают себя эмоциональным играм, потому что считают, что без женщины рядом с ними они неполноценны. Но именно этот менталитет делает их слабыми и презренными. Женщины не уважают нуждающихся мужчин. Они могут даже использовать их, могут даже поддерживать отношения по расчету, но никогда по-настоящему не захотят их. Женское желание инстинктивно направлено на мужчин, излучающих самодостаточность, не отчаивающихся ни в чьем обществе. Это происходит потому, что женщинам нужен сильный мужчина, а величайшая демонстрация силы – это способность жить дальше, не нуждаясь в ком-то, кто подтверждал бы их ценность. Когда мужчина демонстрирует, что может жить без нее, именно тогда он становится по-настоящему желанным. Достаточный мужчина не заботится о том, чтобы доставить удовольствие, не боится проиграть и никогда не подчиняется отношениям, в которых его не уважают. Он знает, что о любви не просят, ее навязывают. И если он не получает того, чего, как он знает, заслуживает, он просто уходит, не раздумывая. Такое отношение ставит вас на другой уровень, чем большинство других, поскольку дефицит создает ценность. То, что общее, то, что всегда доступно, теряет свою значимость. То, что редко, то, что демонстрирует избирательность, становится желанным. Ключ к тому, чтобы никогда больше не просить о любви, это построить жизнь настолько полную и значимую, чтобы отношения стали просто дополнением, а не необходимостью. Мужчины, у которых есть цель, дисциплина и любовь к себе, не принижают себя из-за внимания, им не нужно никому ничего доказывать, и именно такое отношение делает их неотразимыми. В то время как большинство людей ползают за крохами, человек, которого достаточно, заставляет других бороться за место в своей жизни. Многие мужчины осознают суровую реальность. Современные отношения уже не те, что были раньше. То, что когда-то было пактом о товариществе и взаимном созидании, превратилось в минное поле, на котором человеку есть что терять и мало что приобретать. Брак больше не дает гарантий, лояльность становится все более редкой, а законы в основном благоприятствуют женщинам в случае развода. Мужчина, который сегодня вступает в отношения, не осознавая этих рисков, ведет опасную игру, правила которой изменились, но он по-прежнему ведет себя так, как будто жил во времена своих бабушек и дедушек. Динамика власти радикально изменилась. В прошлом мужчины играли важную роль в семье и обществе, а женщины ценили стабильность и преданность делу. Сегодня, с ростом женской независимости и влиянием социальных сетей, гипергамия стала еще более очевидной. Женщины имеют доступ к тысячам вариантов одним нажатием кнопки и, естественно, всегда ищут партнера с самым высоким статусом и ценностью.
Это означает, что мужчина может отдать все свои силы отношениям, но если у его партнерши появится лучшая возможность, от него можно отказаться без колебаний. Еще одним критическим фактором является правовая система, которая часто наказывает мужчин в случаях развода, опеки над детьми и раздела имущества. Мужчина может потратить годы на построение жизни с кем-то только для того, чтобы увидеть, как его богатство сократилось вдвое, а у него отобрали детей. Тем временем общество продолжает продвигать идею о том, что любовь безусловна, поощряя мужчин вступать в брак и слепо доверять друг другу, даже когда все доказательства показывают, что риск заоблачно высок. Современный человек, осознавший эту ловушку, понимает, что ему нужно играть по-другому. Он не отдается слепо отношениям, не отдает свое счастье в чужие руки и всегда сохраняет финансовую и эмоциональную независимость. Он видит реальность такой, какая она есть, и действует стратегически. Вместо того, чтобы гнаться за отношениями, чтобы почувствовать себя полноценными, он строит свою жизнь так, что любая женщина, которая хочет быть рядом с ним, должна приносить реальную ценность. Это новая парадигма для человека, который отказывается быть очередной жертвой системы. Когда вы перестаете искать подтверждения и начинаете создавать свой собственный путь, происходит нечто мощное. Вы освобождаетесь. Внезапно мнения других людей теряют тот вес, который они когда-то имели, и ожидания, навязанные обществом, больше не имеют контроля над их решениями. Вы начинаете жить для себя, а не в угоду другим. Такое изменение мышления полностью меняет вашу осанку, вашу энергию и, следовательно, то, как вас воспринимают люди. Мужчина, которому не нужно внешнее одобрение, чтобы чувствовать себя ценным, автоматически становится более уважаемым и желанным. Великая слабость большинства мужчин в том, что они живут в поисках признания. Они хотят, чтобы ими восхищались друзья, желали женщины и одобряли общество. Но это проигрышная игра. Когда вы ищете подтверждение, вы ставите себя в положение человека, которому что-то нужно, и это вас ослабляет. Вы действуете, чтобы произвести впечатление, а не из убеждения. Вы терпите неуважение из страха быть отвергнутым. Вы принимаете решения, основываясь на том, что подумают другие, а не на том, что действительно лучше для вашей эволюции. С другой стороны, человек, который создает свой собственный путь, не заботится о том, чтобы его приняли. Он строит свою судьбу, основываясь на своих собственных принципах и целях. Он знает, чего хочет, и ему не нужно, чтобы кто-то говорил ему, правильно это или неправильно. Этот тип мужчин не просит внимания, не просит разрешения и не изо всех сил старается угодить. Он сам по себе, и эта независимость делает его притягательным. Люди естественным образом тяготеют к тем, у кого есть твердая цель и непоколебимое мышление. И самое интересное, когда вы перестанете искать подтверждение придет к вам, потому что люди уважают тех, кто уважает себя. Женщинам нужны мужчины, которые не ставят их на пьедестал. Мир восхищается теми, кто следует своему видению, не боясь осуждения. Настоящая свобода начинается тогда, когда ты понимаешь, что тебе не нужно, чтобы кто-то определял твою ценность. Она уже существует внутри тебя. Остальной мир реагирует только на то, как вы себя видите. Ничто в мире не стоит больше, чем свобода человека. В то время как большинство из них заключены в невидимые цепи, будь то эмоциональные, финансовые или социальные. Человек, который освобождает себя от этих цепей, обнаруживает уровень власти, который немногие когда-либо смогут испытать. Настоящее богатство не в материальных благах, статусе или количестве женщин рядом с вами. Величайшая роскошь, которую может иметь человек, это возможность жить, не отвечая ни перед кем, не боясь потерять что-то или кого-то, и не будучи прикованным к обязательствам, которых он себе не выбирал. Современное общество хочет, чтобы мужчины поверили, что им нужно держаться за себя, чтобы быть счастливыми. Они продают иллюзию, что отношения, браки и вечные обязательства являются признаками успеха. Но мало кто осознает, что за многие из этих обязательств приходится платить очень высокую цену, потерю своей автономии. Человек, которому нужно спрашивать разрешение на действие, который живет в страхе быть отвергнутым или эмоционального банкротства, не свободен. Он пленник системы, которая заставляет его жить, чтобы угождать другим. Настоящая свобода приходит, когда вы понимаете, что вам не нужен кто-то, кто подтверждал бы ваше существование.
Когда у вас есть полный контроль над своим временем, своим выбором и своей жизнью, это означает, что вы не цепляетесь за токсичные отношения из-за страха одиночества. Это означает, что вы строите свое богатство и финансовую независимость, чтобы никогда не подчиняться системе, которая вас эксплуатирует. Это означает, что вы владеете своими эмоциями, не подвергаясь манипулированию эмоциональным шантажом или потребностью в принятии. И самое ироничное, когда мужчина достигает этого уровня независимости, он становится более уважаемым, более вызывающим восхищение и более желанным. Мир принадлежит мужчинам, которым он не нужен, чтобы чувствовать себя полноценными. Мужчина, который может без страха уйти из любой ситуации, который может жить по своим правилам, который не зависит от одобрения женщин или общества, действительно испытывает настоящую роскошь жизни. Он ничем не владеет, и, следовательно, он обладает всем. Стоицизм учит простой и жестокой истине. Сила человека не в том, что он имеет, а в том, без чего он может жить. В тот момент, когда вы сводите свои потребности к самому необходимому, вы устраняете любую форму контроля, который мир может оказывать над вами. Мужчина, которому нужно женское признание, социальный статус, излишняя роскошь или одобрение других людей, всегда будет рабом этих вещей. Но человек, которому достаточно, который контролирует свои порывы и находит удовлетворение внутри себя, становится нерушимым. Современное общество поощряет привязанность и зависимость. Они хотят, чтобы вы нуждались в женщине для счастья, в высоком положении, чтобы чувствовать уважение, в материальных благах, чтобы чувствовать себя важными. Все это держит вас в заложниках. Страх потерять эти вещи заставляет принимать крохи, терпеть неуважение и постоянно беспокоиться о сохранении того, что имеешь. Но стоик понимает, что чем меньше ему нужно, тем свободнее он становится, а свобода — это истинная сила. Мужчина, который не боится проиграть, это человек, которого невозможно контролировать. Когда вам не нужны отношения, чтобы чувствовать себя полноценными, вы не терпите неуважения. Когда вы не полагаетесь на статус для подтверждения своей личности, вы действуете исходя из своих принципов, а не для того, чтобы произвести впечатление на других. Когда вы сведете свои желания к минимуму, вами никогда не будут манипулировать пустые обещания или иллюзия бесконечного потребления. Стоицизм учит, что истинное богатство заключается не в накоплении, а в независимости. Человек, который владеет своими желаниями, становится сильнее того, кто находится под их властью. Он делает выбор, основываясь на логике, а не на эмоциях. Он не позволяет себя увлечь порывом или потребностям. Он живет согласно своей миссии, не отвлекаясь на мимолетные иллюзии. В конце концов, чем меньше вам нужно, тем сильнее вы становитесь. Потому что ничто не может вас остановить, ничто не может вас удержать, ничто не может вас сломить. Одиночество не ослабляет человека, оно укрепляет его. Мужчины, которые решают отойти от отвлекающих факторов и сосредоточиться на себе, обнаруживают уровень интеллекта, богатства и уважения, которого большинству никогда не достичь, в то время как многие тратят время, пытаясь угодить, выпрашивая любовь или отвлекаясь на сиюминутные удовольствия. Человек, который любит одиночество, направляет свою энергию на то, что действительно важно: личную эволюцию, накопление богатства и власть над собственным разумом. Интеллект растет в тишине. Когда человек уходит от шума мира, от социальных сетей, поверхностных разговоров и пустых отношений, он начинает ясно видеть жизнь. Он больше читает, больше учится, больше размышляет. Он становится стратегом, лучше понимает свои эмоции и развивает уровень мышления, которого большинство никогда не достигнет. Одиночество позволяет ему глубоко познать себя, и это самопознание делает его психически сильнее тех, кто постоянно зависит от внешних стимулов, чтобы чувствовать себя живым. Богатство также является следствием этого внимания. Мужчины, которые не тратят деньги, пытаясь произвести впечатление на женщин, или не живут, чтобы угодить другим, имеют больше ресурсов для инвестирования в собственный рост. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие ужины, поездки, чтобы произвести впечатление, или ненужные подарки, он направляет свои доходы на свою финансовую свободу. Он строит бизнес, инвестирует, приобретает ценные навыки.
Он понимает, что деньги нельзя тратить зря, нужно купить независимость, а финансово свободному человеку никогда не придется подчиняться чему-либо и кому-либо. Уважение, естественно, приходит к тем, кто не принижает себя. Мужчина, выбирающий одиночество, не просит внимания, не жаждет признания и не терпит неуважения. Он становится избирательным в отношении того, кого впускает в свою жизнь. Эта поза заставляет людей, особенно женщин, увидеть вас другими глазами. Он недоступен, как другие, он не нуждается в компании, и это делает его желанным. То, чего мало, имеет ценность, и человек, который ценит себя до такой степени, что предпочитает свою собственную компанию, а не принимает меньше, чем он заслуживает, становится редкой и весьма уважаемой фигурой. В конце концов, те, кто выбирает одиночество, не бегут от мира, а готовятся властвовать над ним. Они становятся умнее, потому что у них есть время подумать. Они становятся богаче, потому что не растрачивают ресурсы. Они становятся более уважаемыми, потому что ничего не просят. И пока другие живут в ловушке отвлечений и зависимостей, человек, идущий один, становится настоящим титаном. Человек, который овладел одиночеством, никогда больше не будет прежним, потому что он открывает то, чего у большинства никогда не будет — абсолютную самодостаточность. Он понимает, что для счастья ему никто не нужен, что его ценность не зависит от внешнего одобрения, и что свобода жить, не завися от отношений или одобрения, является величайшим источником силы. Как только человек почувствует этот уровень независимости, он никогда не согласится снова стать эмоциональным, финансовым или психологическим рабом какого-либо человека или системы. Одиночество учит человека по-настоящему познавать себя. В тишине, не отвлекаясь, он сталкивается со своими слабостями, учится контролировать свои эмоции и развивает непоколебимое мышление. Он не позволяет собой руководствоваться потребностями или импульсами, потому что научился жить сам с собой, не нуждаясь в постоянных стимулах. А когда мужчина становится эмоционально самодостаточным, он никогда больше не будет терпеть крох, ни в отношениях, ни в дружбе, ни в любой другой сфере жизни. Более того, он понимает, насколько опасной может быть эмоциональная зависимость. Он видел, как мужчины разрушали себя из-за безответной любви, теряли все в результате несправедливых разводов или жертвовали своими мечтами, чтобы сохранить отношения, которые им ничего не приносят. Но он больше не попадает в эту ловушку. Теперь он делает мудрый выбор и никогда больше не попадает ни в какую ситуацию из-за страха одиночества. Он знает, что ваш покой и прогресс более ценны, чем любая компания, которая не приносит реальной ценности в вашу жизнь. И самое интересное, общество замечает эту трансформацию. Человек, освоивший одиночество, излучает другую ауру. Он ходит более уверенно, говорит более убежденно и действует с полной независимостью. Он, естественно, становится более привлекательным, потому что не проявляет нужды. То, что когда-то было недостатком, теперь является контролем. То, что когда-то было страхом, теперь стало смелостью. И то, что когда-то было поиском признания, теперь превратилось в уверенность в том, что ему не нужно, чтобы его принимал кто-то, кроме него самого. Как только человек преодолеет одиночество, он уже никогда не вернется к тому, каким был раньше, потому что наконец понимает, что истинная сила исходит изнутри, и когда вы обнаружите эту силу, вы никогда больше не признаете себя слабым. Жизнь мужчины полностью меняется, когда он перестает тратить время на поиски того, кто заполнит его пустоту, и начинает сосредотачиваться на построении чего-то большего, чем он сам. Общество продвигает идею о том, что мужское счастье заключается в том, чтобы найти женщину, создать семью и вписаться в традиционные рамки. Но никто вам не говорит, что мужчина, который ставит отношения на первое место, обычно оказывается разочарованным, эмоционально хрупким и лишенным реальной цели. Когда человек переворачивает эту логику и ставит во главу угла свою эволюцию, он наконец понимает, что значит по-настоящему жить. Проблема с поиском кого-то другого в качестве приоритета заключается в том, что это отдает ваше счастье в руки других. Вы становитесь рабом внешнего подтверждения, всегда ожидая, когда правильный человек начнет жить. Но что, если этот человек так и не придет? Что, если когда он прибудет, он окажется не таким, как вы себе представляли? Жить таким образом значит стрелять себе в ногу, поскольку ставит вас в положение эмоциональной зависимости. Человек, который это понимает, перестает искать счастье в других и начинает создавать его посредством своей работы, своей миссии и своего наследия.
Когда мужчина сосредотачивается на построении чего-то большего, будь то финансовая империя, дисциплинированное тело, непоколебимое мышление или цель, которая им руководит, он автоматически становится более уважаемым и желанным. Женщины чувствуют эту перемену, потому что мужчина, который не отчаянно нуждается в женском внимании, излучает уверенность и силу, ему не нужно никому ничего доказывать, и именно поэтому оно привлекает больше, чем тех, кто всегда за ним гонится. Настоящий мужской рост происходит, когда вы направляете всю энергию, которую в противном случае вы бы потратили на построение отношений, на свою личную эволюцию. С каждым днем вы становитесь сильнее, влиятельнее, богаче и избирательнее. И результат: вместо того, чтобы искать кого-то, кто наполнит вашу жизнь, вы становитесь тем, чья жизнь настолько прекрасна, что другие хотят быть ее частью. Это настоящая мужская сила. Перестаньте искать и начните строить. Великая ирония человеческих отношений заключается в том, что чем меньше мужчина нуждается в женщине, тем больше она его хочет. Это происходит потому, что женщин сознательно или бессознательно привлекают мужчины, излучающие самодостаточность. Мужчина, который не ищет отчаянного женского признания, излучает силу, уверенность и целеустремленность. И это те черты, которые пробуждают истинное женское желание. В то время как большинство мужчин унижают себя, приспосабливаются и даже обесценивают себя, пытаясь завоевать женщину, мужчина, который знает, что она ему не нужна, выделяется как редкое и ценное исключение. Женщины признают это постоянно, хотя и косвенно. Они говорят, что им нравятся загадочные, трудные и сосредоточенные на себе мужчины. Их привлекают те, на кого нелегко произвести впечатление, кто не ставит отношения в центр своей жизни. Это происходит потому, что женская природа гипергамна, то есть женщина всегда хочет самого ценного мужчину, которого только может иметь, а мужчина, проявляющий нужду, автоматически теряет ценность, поскольку это дает понять, что в его жизни больше не происходит ничего великого. Мужчина, у которого есть сильная цель, который всегда растет и который относится к женщинам как к дополнению, а не как к необходимости, становится притягательным. Он не боится проиграть, не терпит неуважения и не меняет свою сущность в угоду. Мужчина такого типа ставит свой путь выше любых отношений, и это порождает мощный психологический эффект. Женщина чувствует, что ей необходимо его завоевать, так как понимает, что он недоступен, как другие. В конце концов, урок ясен. Чем меньше тебе нужна женщина, тем больше ты становишься тем мужчиной, которого хотят все. Это не означает, что вы должны отвергать любовь или избегать отношений, а скорее то, что ваше внимание всегда должно быть сосредоточено на себе, своей эволюции и своей независимости. Настоящая мужская сила не в том, чтобы преследовать вас, а в том, чтобы вести такой сильный образ жизни, чтобы женщины чувствовали необходимость преследовать вас. Стоицизм учит фундаментальной истине, которую большинство мужчин игнорирует. Счастье приходит изнутри, а не из отношений. Современный мир пропагандирует идею о том, что мужчина будет полноценным только тогда, когда найдет кого-то, когда женится, когда построит семью. Но этот нарратив создает эмоциональную зависимость и превращает человека в раба внешних факторов. Истинное счастье может быть достигнуто только тогда, когда вы овладеете своим умом и обнаружите, что ничто вне вас не может определить вашу ценность. Большая ошибка большинства мужчин – это вера в то, что женщина станет решением их эмоциональных проблем. Они отдают свое душевное спокойствие в чьи-то руки, надеясь, что отношения заполнят их внутреннюю пустоту. Но это опасная иллюзия. Если ваше счастье зависит от кого-то другого, вы становитесь уязвимым, нестабильным и поддающимся манипулированию. И что еще хуже, это нереалистичное ожидание часто разрушает сами отношения, поскольку ни одна женщина не хочет брать на себя ответственность, быть единственным источником радости для мужчины. Стоицизм учит, что единственное, что вы можете контролировать, это вы сами. Вы не можете контролировать чувства других людей, внешние обстоятельства или поведение партнера, но вы можете контролировать свой менталитет, свою дисциплину и свой взгляд на жизнь. Когда человек это понимает, он перестает искать счастье во внешних факторах и начинает взращивать его внутри себя.
Он становится непоколебимой опорой, тем, кому ничего не нужно, чтобы чувствовать себя целостным. И это и есть истинная свобода. И вот в чем ирония. Когда мужчина становится эмоционально независимым, он автоматически становится более привлекательным и уважаемым, потому что нет ничего более могущественного, чем мужчина, который отчаянно не нуждается в любви, одобрении или общении. Он общается по своему выбору, а не по необходимости. Он становится избирательным, требовательным и осознающим свою ценность. И пока слабые продолжают просить любви и признания, стоик живет спокойно, зная, что его счастье никогда не будет в чьих-либо руках, кроме него самого. Мужчины, живущие без отношений, обретают покой, которого большинство никогда не испытает. В то время как многие проводят свою жизнь в ловушке эмоциональных драм, пытаясь понять женские желания и жертвуя своим рассудком ради поддержания отношений, мужчина, который решает жить для себя, находит нечто бесценное, психическую свободу. Ему не придется иметь дело с эмоциональным шантажом, бесконечными спорами или постоянной неуверенностью в будущем отношений. Он просто живет по своим правилам, не нуждаясь никому ничего доказывать. Спокойствие, которое испытывает одинокий мужчина, происходит от того факта, что он является абсолютным хозяином своего времени и энергии. Ему не нужно ни на что спрашивать разрешения, ему не нужно беспокоиться о приступах ревности или эмоциональных играх. Он просыпается и спит, когда хочет, путешествует, когда хочет, вкладывает свои деньги так, как считает нужным. Ваше внимание полностью сосредоточено на вашей личной эволюции, вашем теле, вашем разуме, вашей карьере и ваших целях. Без эмоциональных отвлечений он имеет полную ясность, чтобы строить свою жизнь так, как он хочет. Великая ловушка современных отношений заключается в том, что они зачастую больше отнимают, чем прибавляют. Мужчины вступают в отношения, ожидая партнерства, но в конечном итоге становятся заложниками нереалистичных ожиданий, социального давления и динамики, в которой им всегда приходится уступать. А когда все это заканчивается, что неизбежно происходит во многих случаях, они понимают, что потратили годы своей жизни на то, что развалилось за считанные дни. Мужчина, который решает жить без отношений, избегает этого разрушительного цикла и направляет свою энергию на то, что действительно важно, на собственный рост. И самое интересное, этот человек ничего не упускает, потому что настоящий мир приходит не от того, чтобы быть с кем-то, а от отсутствия необходимости быть рядом. Он не боится одиночества, поскольку видит в нем преимущество, а не наказание. Он знает, что может иметь любую женщину, какую захочет, но превыше всего выбирает душевное спокойствие. И этот выбор делает его редким человеком. Человеком, который не является рабом желаний, который не склоняется перед необходимостью подтверждения и который нашел единственное, что действительно имеет значение – непоколебимое спокойствие быть хозяином своей собственной судьбы. В тот день, когда вы поймете, что для счастья вам никто не нужен, вы станете по-настоящему свободными. Этот момент меняет все, потому что ты понимаешь, что твоя жизнь не должна вращаться вокруг отношений, одобрения других или страха одиночества. Вы освобождаетесь от эмоциональных уз, которые держат большинство мужчин в ловушке циклов зависимости, неуверенности и подчинения. С этого момента ты больше не живешь для того, чтобы доставлять удовольствие или искать одобрение. Ты живешь для себя, и это делает тебя непобедимым человеком. Общество хочет, чтобы вы поверили, что вам нужен кто-то, чтобы чувствовать себя полноценным. С юных лет тебя учат, что мужчина реализуется только тогда, когда у него есть партнерша, когда он женится, когда он строит семью. Но мало кто осознает, что эта история часто превращает человека в слугу системы, заставляя его жертвовать своей свободой, деньгами и спокойствием ради поддержки структуры, которая редко приносит ему пользу. Мужчина, который пробуждается к этой реальности, понимает, что он уже самодостаточен и что любые отношения должны быть бонусом, а не необходимостью. Когда вы перестаете искать кого-то и начинаете сосредотачиваться на собственной эволюции, ваша энергия полностью меняется. Вы становитесь более дисциплинированными, более амбициозными и более избирательными. Вы не принимаете никаких отношений только из страха одиночества, не терпите неуважения и не унижаетесь, чтобы вас приняли. Вы живете по своим правилам, и эта независимость автоматически делает вас более ценным. Люди это замечают, женщины это понимают. Ирония, когда они вам не нужны, они начинают хотеть вас еще больше.
Настоящая мужская свобода наступает тогда, когда ты понимаешь, что ничто внешнее не может определить твое счастье. Ваша ценность не зависит от отношений, ваш мир не зависит от другого человека, и ваша миссия намного больше, чем любое мгновенное подтверждение. Человек, который ни в ком не нуждается, становится редким, потому что он живет, полностью контролируя себя. Он может решить разделить свою жизнь с кем-то, но никогда не сделает это причиной своего существования. Это и есть истинная сила, свобода знать, что тебя достаточно, с кем-то рядом или без него. Величайшая сила человека не в его физической силе, деньгах или статусе, а в его способности поддерживать себя эмоционально. Большинство мужчин терпят неудачу, потому что не контролируют свои эмоции, они становятся зависимыми от женского признания, социального признания и постоянного желания быть принятыми. Это верный путь к слабости. Человек, властвующий над собственным разумом, которому никто не нужен, чтобы чувствовать себя целостным, становится настоящим титаном, невосприимчивым к манипуляциям мира. Эмоциональная зависимость – корень мужского подчинения. Мужчина, которому нужно одобрение других, всегда будет изо всех сил стараться угодить им. Он вступает в отношения, где принимает все, опасаясь одиночества. Он старается больше, чем необходимо, чтобы расположить к себе женщину только для того, чтобы понять, что в конце концов именно эта потребность делает его менее привлекательным. Он ищет признание в своей работе, в своем кругу общения, тогда как ему следовало бы искать только собственной эволюции. Все это делает вас хрупким, потому что вы отдаете свое счастье в руки других. С другой стороны, человека, который эмоционально поддерживает себя, не потрясают потери, отказы или моменты одиночества. Он понимает, что его ценность исходит изнутри и что ничто внешнее не может по-настоящему повлиять на его сущность. Он не паникует, когда отношения заканчиваются, потому что знает, что его жизнь продолжается. Ему не нужно женское одобрение, чтобы чувствовать себя мужчиной, ведь он уже полностью убежден в собственном величии. И в этом настоящая разница между обычным человеком и человеком-легендой. Общество боится таких мужчин. Они хотят, чтобы вы были эмоционально зависимыми, отчаянно ищущими одобрения и всегда пытающимися произвести впечатление. Но путь к истинной свободе лежит в том, чтобы разорвать эти цепи и взять полный контроль над собой. Эмоционально самодостаточным человеком невозможно манипулировать, его нельзя прогнуть и, главное, никто не может уничтожить. Ему ничего не нужно для счастья, и, следовательно, он может иметь все, никогда не будучи ничьим рабом. Когда вы перестанете тратить время на токсичные отношения, ваша жизнь станет качественным скачком, который удается испытать немногим мужчинам. Внезапно ваша умственная и эмоциональная энергия перестанет истощаться бесполезными аргументами, эмоциональными манипуляциями и истощением, которые только замедляют вашу эволюцию. Вы обретаете покой, сосредоточенность и время, и именно тогда начинается ваша истинная трансформация. Токсичные отношения подобны гире, привязанной к вашим лодыжкам, пока вы пытаетесь бежать. Они держат вас в ловушке циклов эмоционального истощения, когда вы всегда отдаете больше, чем получаете. Всегда ходите по яичной скорлупе, чтобы избежать конфликтов, и всегда чувствуете себя втянутым в психологическую игру, которая никогда не заканчивается. Худший. Пока вы застряли в этом, ваша карьера, ваше здоровье и ваши цели отходят на второй план. Многие мужчины тратят драгоценные годы, пытаясь починить то, что изначально было сломано, не осознавая, что единственное реальное решение – уйти и пойти своим собственным путем. Когда вы, наконец, освободитесь от этих пут, ваш разум станет яснее. Вы понимаете, сколько времени и энергии вы потратили, пытаясь угодить тому, кто никогда не был удовлетворен. Вы восстанавливаете свои амбиции и переориентируетесь на то, что действительно важно – ваш финансовый, физический и умственный рост. Без груза постоянных эмоциональных требований вы становитесь более продуктивными, более дисциплинированными и более сильными. Ваша эволюция ускоряется, потому что теперь вы можете инвестировать в себя, не отвлекаясь. И самое интересное, когда вы перестанете принимать токсичные отношения, вы станете ценным мужчиной. Вы не терпите неуважения, не связываетесь с людьми, которые вам не нравятся, и не позволяете разрушить свой покой ненужной драмой.
Это заставляет правильные женщины уважать вас больше, а неправильные исчезают из вашей жизни. Вы учитесь быть избирательными, и это полностью меняет качество окружающих вас людей. В конце концов, отказ от токсичных отношений — это не просто вопрос душевного спокойствия, это вопрос выживания и роста. Мужчина, который это понимает, никогда больше не будет тратить время на того, кто этого не заслуживает. Он сосредотачивается на том, что действительно важно, строит свою жизнь так, как хочет, и становится такой версией самого себя, которая никогда не была бы возможна, если бы он был в ловушке отношений, которые только разрушали его. Мир не уважает мужчин, которые ставят себя на второй план. Мир наступает на них, использует их и безжалостно выбрасывает. Но мужчины, которые ставят себя во главу угла, ставят собственную эволюцию превыше всего. Это те, кто заслужил уважение, восхищение и власть. Мужчина, который ставит себя на первое место, не изо всех сил старается угодить, не всегда ищет одобрения и не позволяет никому относиться к нему как к чему-то заменяемому. Он знает, что если он не позаботится о себе, никто не сделает это за него. Общество учит человека жертвовать, всегда ставить других на первое место, быть безусловным добытчиком, никогда не задаваясь вопросом, получает ли он что-то взамен. Но это рецепт посредственности и разочарования. Сколько мужчин проводят свою жизнь, отдавая все свои силы семье, бизнесу или отношениям, только для того, чтобы их выбросили в тот момент, когда они больше не подходят. Уважение приходит не от подчинения, а от наложения ограничений. Мужчина, который расставляет приоритеты в себе, избирателен. Он не принимает никаких отношений, никакой дружбы или любых возможностей, которые не соответствуют его целям. Он инвестирует в себя, прежде чем думать о том, чтобы доставить удовольствие другим. Он заботится о вашем теле, вашем разуме, вашем имуществе и вашей свободе. И самое интересное, когда человек ставит свою миссию на первое место, мир начинает поворачиваться в его пользу. Оно привлекает лучшие возможности, лучшие связи и даже более ценных женщин, потому что все редкое становится желанным. Настоящие перемены происходят, когда вы понимаете, что никто не придет вас спасти. Нет признания человеку, который отменяет себя, который живет, чтобы служить, который пренебрегает своими мечтами, чтобы сделать других счастливыми, но человека, который ставит себя во главу угла, который становится настоящим хозяином самого себя, будут уважать, восхищаться и помнить. Мир принадлежит мужчинам, которые ставят себя на первое место. Общество хочет, чтобы вы были зависимы, потому что независимый человек — это неуправляемый человек. С юных лет вас учили искать одобрение, нуждаться в отношениях, чтобы быть счастливым и идти стандартным путем, работать, жениться, рожать детей и жертвовать собой до конца жизни. Но никто вам не говорит, что этот цикл был создан для того, чтобы держать мужчин в ловушке эмоциональной, финансовой и психологической. Когда вы принимаете эту реальность и решаете сломать этот шаблон, вы становитесь угрозой для системы. Эмоциональная зависимость – одно из самых мощных орудий, используемых против мужчин. Если вы считаете, что для счастья вам нужна женщина, вы становитесь хрупким, вы начинаете принимать решения, основываясь на страхе одиночества, принимаете отношения, которые вас не ценят, и становитесь манипулируемым человеком. Общество призывает вас отдать свое счастье в руки других, ведь эмоционально зависимый мужчина никогда не станет по-настоящему могущественным. Финансовая зависимость – это тоже ловушка. Система хочет, чтобы вы тратили все, что зарабатываете. Она хочет, чтобы вы влезли в долги и навсегда застряли на работе, которую ненавидите. Если вы всегда гонитесь за деньгами, чтобы оплатить счета и поддерживать уровень жизни, который вам не нужен, у вас никогда не будет времени или свободы, чтобы построить что-то большее. Но человек, который разрывает этот порочный круг, который учится инвестировать, предпринимать действия и жить с финансовым интеллектом, освобождает себя. Ему не нужно работать, чтобы выжить. Он заставляет деньги работать на него. А как насчет социальной зависимости? Общество хочет, чтобы вы боялись осуждения других людей. Он хочет, чтобы вы дважды подумали, прежде чем действовать, прежде чем говорить, прежде чем принимать смелые решения. Потому что человек, который боится того, что подумают другие, никогда не переступит черту, никогда не нарушит правила и никогда не станет угрозой для системы. Но человек, который не ищет внешнего подтверждения, живет так, как хочет. Он волен строить свою жизнь самостоятельно, не боясь критики или неприятия.
Правда в том, что все было создано для того, чтобы держать вас в ловушке. Но у вас есть выбор разорвать этот порочный круг. Когда ты перестаешь быть эмоционально зависимым, ты становишься самодостаточным человеком. Когда вы станете финансово свободными, вы получите полный контроль над своей судьбой. А когда вы устраните необходимость в социальном одобрении, вас станет невозможно остановить. Система имеет власть только над теми, кто еще не пробудился, но человек, который видит реальность такой, какая она есть, никогда больше не согласится жить в качестве заключенного. Правильно используемое одиночество – самый мощный инструмент мужской трансформации. В то время как большинство мужчин боятся оставаться в одиночестве, ища отвлечений и общения, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, те, кто предпочитает одиночество, открывают для себя то, что мало кто когда-либо испытал – полную самодостаточность. Человек, который учится преуспевать в одиночку, развивает непревзойденное мышление, невероятную ясность в отношении своей цели и уверенность, которая естественным образом делает его лидером. Настоящий лидер – это не тот, кому нужно одобрение других, чтобы чувствовать себя сильным, а тот, кто создал свою собственную силу в отсутствие внешней поддержки. Одиночество заставляет человека глубоко познать себя, разобраться со своими слабостями и укрепить свой разум, не завися ни от кого. Не отвлекаясь, он может полностью сосредоточиться на своем росте – физическом, финансовом или интеллектуальном. И чем больше он растет, тем больше он выделяется. Великая истина заключается в том, что люди, которые проводят время в одиночестве, сосредоточенные на своем развитии, автоматически становятся выше тех, кто живет в окружении отвлекающих факторов. Они больше читают, больше думают, больше планируют. Они развивают терпение, стойкость и самодисциплину, фундаментальные характеристики любого человека, который хочет руководить. Одиночество создает естественный фильтр, в то время как слабые ищут компанию, чтобы сбежать от себя. Сильные используют это время, чтобы отполировать себя, пока не станут нерушимыми. И самое интересное, человек, который учится жить один, становится магнетически привлекательным. Он не просит внимания, не просит любви, и ему не нужно внешнее подтверждение. Это дает вам власть, потому что людей, особенно женщин, инстинктивно привлекают те, кто не проявляет потребности. Он становится лидером не потому, что стремится, чтобы за ним следовали, а потому, что его присутствие, уверенность и самостоятельность вызывают у других естественное желание быть рядом с ним. В конце концов, хорошо проведенное одиночество отделяет обычных людей от необыкновенных. Те, кто боится одиночества, живут зависимой жизнью, всегда нуждаясь в чем-то или в ком-то, чтобы чувствовать себя полноценными. Но те, кто использует одиночество как тренировочную площадку для своего разума и своей жизни, оказываются людьми, которым никто не нужен. И именно из-за этого они в конечном итоге становятся теми, за кем все хотят следовать. Стоицизм учит истине, которую игнорирует большинство людей. Тот, кто контролирует свои эмоции, контролирует свою жизнь. В современном мире мужчин постоянно побуждают действовать импульсивно, поддаваться эмоциям и принимать решения, основанные на сиюминутных чувствах. Но это ловушка, которая ослабляет, порабощает и уничтожает вашу личную силу. Человек, который учится контролировать свои эмоции, становится хозяином своей судьбы, а те, кто руководствуются импульсами, живут как марионетки собственных слабостей. Реальность проста. Эмоционально нестабильный мужчина – уязвимый человек. Если вы легко взрываетесь гневом, впадаете в отчаяние, когда сталкиваетесь с отказом, или паникуете, когда дела идут не так, как вам хочется, вы становитесь предсказуемыми и управляемыми. Мир умеет вами управлять, потому что его реакции легко предсказать. Женщины знают, как вас подчинить, потому что понимают, что вы позволяете эмоциям увлечь вас. Но стойко, того, кто сохраняет спокойствие при любых обстоятельствах, никогда нельзя подчинить себе. Секрет мужской силы заключается в стратегическом хладнокровии. Когда вы научитесь чувствовать, не руководствуясь своими чувствами, вы сможете принимать более правильные решения, избегать импульсивных ошибок и всегда сохранять контроль. Это касается всех сфер жизни, в бизнесе, в отношениях и даже в самые трудные моменты. Стоик знает, что он не может контролировать мир вокруг себя, но он может контролировать то, как он на него реагирует.
И это самое большое преимущество, которое может иметь человек. Кроме того, человек, который контролирует свои эмоции, выделяется среди остальных. Он не реагирует на провокации, не тратит время на драму и не позволяет оскорблениям или неприятию повлиять на него. Ваша поза передает власть, уважение и уверенность. Люди восхищаются им, потому что он излучает тихую силу. Женщины хотят его, потому что он не проявляет эмоциональной потребности. И мир узнает его, потому что он редок. В море хрупких и реактивных мужчин он стоит твердо, непоколебимо, неуправляемо. В конце концов, все сводится к выбору. Ты можешь быть рабом своих эмоций и жить как слабый и предсказуемый человек. Или ты можешь научиться доминировать над ними и стать хозяином своей судьбы. Стоицизм не учит игнорировать эмоции, он учит контролировать их, чтобы они никогда не доминировали над вами. И в этом разница между обычным человеком и человеком, который по-настоящему распоряжается своей жизнью.